It's hard to be alive when you're not here. Всем большой привет! У нас сегодня вторник. Вторник, и я, конечно же, на эмоциях. Сегодня сдали мы последний тест. У нас сегодня был спрейкин. Вот, ну, из всего то, что было, это более-менее, знаете, как бы лайтово. Ну, в общем, картина для меня, конечно, не совсем понятная, больше сказать, туманная, в том плане, что, вы знаете, в душе я просто хочу, конечно же, почувствовать себя победителем, да, что я там сдала, что все хорошо. Вот, но на самом деле, как бы, я не хочу его сдать, я хочу вернуться назад, может быть, даже тоже на интенсив, как бы, но назад, потому что дальше B1 уже идет очень сложный, очень, даже которым легко дается, все говорят, что очень тяжело. Вот, ну и куда мне идти дальше, если я здесь себя не чувствую уверенно после этого курса, на этом курсе не чувствовала себя уверенно, у меня сумасшедший языковой барьер, я очень теряюсь, когда ко мне обращаются носители языка, я просто теряюсь, я даже то, что я знаю, я не могу себя выдавить, или выдавливаю хаотично как-то, понимаете, вот, и, ну, я очень волнуюсь, у меня очень маленький запас словарных слов, плюс то, что вот говорится, да, я не все понимаю, я даже большую, я, можно сказать, даже очень мало чего понимаю, поэтому, ну, куда мне идти дальше, зачем я буду идти, сейчас прыгать через голову, идти дальше, поэтому... С одной стороны, я вроде бы как хочу, как бы, чтобы я его сдала, чисто вот, знаете, вот, ну, просто для самоутверждения. Ну, каждому человеку, понятно, хочется выглядеть в своих глазах там умным, как бы там, ну, хотя бы не дурнее других. Но с другой стороны, с голосом разума я понимаю, что, ну, лучше этого не надо. Мне будет еще тяжелее, собственно говоря, ну, зачем? Это же для меня, это же я никому ничего, то есть... Это мне нужно. Вот так. Вот про это я хочу сказать. Так что вот такие вот пироги. Ладно, будем ждать 3 ноября. Результаты будут 3 ноября. Все покажет, что там, как там. Вот, ну а сейчас у нас 2 недели будет каникул. Отдохнуть от этого всего. И это прекрасно. А вот так вот. Ладно, все. На эту тему закроем. Я уже вам надоела с этими курсами, наверное. Как не знаю что. Я и сама себе уже с ними надоела. Дальше. Что у нас сегодня по плану? По плану у нас сегодня пойти в библиотеку. Мы хотим с мужем взять детские книжки, потому что нужно повышать словарный запас. Вот. Еще рекомендуют смотреть телевизор, чтобы все программы мы шли на нидерландском. Ну, я вот думаю, вот даже вот те рекламы, когда вот у меня включен Mac, идут рекламы на нидерландском, я, ну, все равно я выхватываю только знакомые слова. Я не учу новое, выхватываю только знакомые. Поэтому я не знаю, как здесь можно повысить уровень, как бы разговорный. Нужно сначала выучить как бы слова, а потом уже смотреть, мне кажется, телевидение. Поэтому мы решили начать с детских книг. Вот пойдем в библиотеку, возьмем книг и будем как-то вот... применять вот такую вот методику. Потом нам нужно решить все же вопрос с сыростью, потому что, честно, это уже просто невыносимо. Вот у нас есть 2 таких варианта. Первый – это купить обогреватель, конвектор, скажем так, чтобы он гонял именно горячий воздух, вот сушил, и собиратель влаги. Все-таки у меня муж больше к обогревателю склоняется, ему хочется, чтобы, ну, он видит в этом решение проблемы. Мне кажется, больше будет действенно, когда собирать будут влагу, потому что мне еще рассказывали люди, которые живут здесь уже не 1 год, что это самый верняковый, потому что он именно собирает, вот это, убирает эту влажность, и из-за этого и воздух кажется не таким холодным, не таким противным. Ну, в общем, поедем, посмотрим сейчас, что там есть, что почем. Конечно же, чат GPT нам в этом в помощь, и потом уже будем принимать решение на месте, что и как нам делать. В общем-то, вот такие вот пироги. И вы знаете, я сегодня первый раз же нанесла вот это вот масло, вот это вот, которое я купила, бюджетное. И достаточно приятное ощущение на губах. Нет вот этой липкости и тяжести какой-то. Вот. А такое, наоборот, ощущение того, что ты их просто увлажнил. Ну, как будто бы, знаете, гигиеническая помада. Вот не знаю, как оно долго будет носиться, но мне нравится. Вот, ощущение вот и увлажняет, и защищает, и вроде бы и выглядит неплохо. Так что... Квартиру сушить надо. Короче, Валерыч одел жилетку, переоделся. Ты снял ту кофту? Красивую. Ладно, пошли мы. Что ты взял? Сок.
Понятно. Сколько ж мы тут сидеть будем, а? Интересно. То он уже закончил. Он, по-моему, только начинается. Мне кажется. Даже молодежь он стоит. Вот библиотека. Обожаю ее. Вообще обожаю атмосферу библиотек. Плюс, когда за тобой никто не ходит, никуда тебе не нужно подходить. Пришел, взял и пошел себе. Здесь же можно и почитать. В общем, у них в библиотеках еще можно кучу всяких других процедур сделать. Так. Нам нужны детские книги. Так. Тебе какие нужны, Валерыч? Что ты будешь читать? Тут их вообще пруд. Ой, кто там будет читать? Это вот так вот. Лишь бы. Так. Взяли книг, набрали. Валерий взял 3, да? Или ты 2? Валерий взял 2, я взяла 3. Еще и сумку можно там купить. Представляете? Все. Полностью сервис. Читали бы только. Сейчас принесем и все, и благополучно забудем. Уже вроде бы и солнышко выходит. Вот мы в Медиамаркете купили собиратель влаги. Поспрашивали, обогреватель роли вообще никакой не играет. Купили собиратель влаги. Завтра привезут. София, Question number 4, please. Вот такие мы взяли сегодня книжки. Вот это вот просто для изучения слов. Тал – это, ну, просто язык для изучения слов обычных, что касается дороги, что касается где-то улицы, овощи, фрукты, школа. Ну, в общем, разные темы. Это вообще прям для начинающих. Потом тоже вот для начинающих, тоже элементарные слова, пополняет словарный запас. Все рекомендуют вот все-таки начинать из детских книжек, с вот таких. Кстати, книги у них очень красивые, такие красочные, более чем все понятно. Здесь тоже и животные, и профессии. Получается, там, сегодня, Валерусь, это вот нам нужно будет завтра же. Там мы купили этот влагособиратель. Потом я взяла себе вот такую, типа, это уже как детская повесть, детский рассказ, но тоже младший школьный возраст. Нет, это вот. Вот это вот взяла. Вот Сиба and the Frienden. Сиба и ее друзья. Вот, попробую. Я думаю, это лучше всего свой разговорный улучшать. Вот. И вот Head on Deck Book One. То же самое. Тоже слова учить. Пополнять словарный запас. Обычные слова. Всякие разные. Такое. Мы заходили еще в магазин,
Что? Хочется фруктов, хочется. Купили виноград, купили яблоки. Там Марк с Валерычем пополняют телефон. Мандарины. Мандарины, все, начинается сезон. Их хочется, и хочется, и хочется. Кукуруза. Потому что вот опять взяли крабовые палочки. Валерыч себе вот такой вот хлеб взял, темный. Лук закончился. Купаты. У нас все одно и то же, походу. Куда ж без нутеллы. Огурцы и картошка обычная. Все. Кто-то поел, а посуду не помыл. Бабушка приготовила ему варенье с картошкой. Он поел. Миску не помыл. Маркоша, отнеси бабушке за вареники. Мандарины. Девочки, у меня сегодня дебют. Поздравьте меня. Сегодня среда, и я сегодня впервые пользуюсь камерой. Вот, впервые пользуюсь вот этими всеми аксессуарами. Я так давно хотела микрофон. Надеюсь, я всем этим научусь пользоваться, потому что на самом деле немножко хлопотно. Телефон взял, достал и снимаешь себе. Вот и ракурс, понятно, как все видно, а здесь, конечно, ну, не совсем. Ну, я надеюсь, что это только сначала, да? Пока это все непривычно. То подключи, это подключи, все между собой соедини, настрой, плюс еще и картинка. То, что ты видишь, это еще не значит, что это также будет выглядеть вот и ну, потом, как бы как ты вот видишь себя там или что-то, как это потом будет на картинке. Вот немножко как бы ракурс отличается. Вот. Какие планы сегодня? Девочки, у меня сегодня никаких планов нет. Точнее, планы есть, но я сегодня вольная как птица. У меня сегодня впервые за долгий период времени вообще нет ничего, знаете, вот такого обязательного, что что-то привязывать, что-то нужно куда-то бежать, вот от чего-то отталкиваться. Вот сегодня что хочешь, то и делай. Вот. У меня, конечно, какие там дела? Помыть холодильник нужно, приготовить поесть. Хотела бы суп с фрикадельками приготовить. Нужно сходить в магазин, купить там бытовые мелочи всякие, там бумажное полотенце, доместосы для мытья посуды, такое все. Плюс хотела еще съездить купить у Марку спортивные штаны. Какие-то он хочет широкие, потому что он бегает в спортзал, ему нужно что-то такое на сменку. В общем, такое по мелочи. Но, к сожалению, я сейчас привязана к дому, потому что я ожидаю доставку вот этого вот собирателя влаги, который мы вчера купили. Вот. Потом уже расскажу вам, как придет, почему именно так. Вот. Но это на данный момент наилучший вариант, я так поняла, потому что мне и знакомый здесь рекомендовал, у них дома такой же, сказал, что обогреватель вас совершенно не спасет, будет только еще больше. Нагревать будет эффект бани, сауны и все. Вот. И даже конвектор. Да, он будет сушить, но все равно будет сыро. Поэтому решили вот взять этот собиратель влаги. Он не бюджетный, но я уже очень много слышала отзывов, что именно он спасает в таких ситуациях. Поэтому я сейчас жду эту доставку. Они же с вечера вчера, мы ее оформили еще днем. И вчера целый вечер, и целую полночи, и целое утро мне идут от них письма на e-mail, что то мы упаковали, то мы достали, то мы погрузили, то мы теперь привезем в одно в это время, потом в другое время, потом в третье время. И будете ли вы дома, а если вы не будете, то куда нам одевать, какие наши дальнейшие шаги, будь то соседям может оставить, а может тем, может тем. Короче, я уже такая сижу, думаю, а везите. Только-только с вами поговорила, слышу под окнами, у меня же окна открыты для проветривания. Слышу какой-то шум, смотрю, выглядываю, там с машины достают, парень идет, поэтому
Вот, набрал. И, кстати, как у них? Он набрал, я ему уже через домофон открыла. Вот, и пока бежала, спустилась с этой квитанцией. В общем, они уже уехали. Здесь не нужно ни общения, ни коммуникации, ничего не показывать. Просто мне в парадное закинули и все. Вот, я спустилась, уже одна коробка стоит, уже никого нет. Вот, это прекрасно. Так что я надеюсь, это нам очень сильно поможет. Вот так вот он выглядит. Ага, никак. Вот так, не знаю. Вот так вот. Там была модель, конечно, подороже, вот, но рекомендовали, и чат GPT посоветовал, как бы именно этот. И знакомый здесь мой тоже посоветовал у них именно такой. Вот так вот. Так, ну что сказать. На самом деле я очень рада, что так все быстро и организованно случилось, что мне не придется торчать целый день дома и выглядывать в окно, и непонятно чего ожидать с моря погоды. Как это рассказывают, обычно бывает в Европе. Все быстро, все организовано, все так ладненько. Мне очень это, скажем так, мой первый опыт вот такой вот покупки, доставки онлайн. Мы до этого ничего онлайн не заказывали, не покупали. Поэтому, слава тебе, Господи, все хорошо. Вот я бегу делать дальше свои дела. Теплынь на улице, сумасшедшая. Вообще не знаю, что его на себя надевать. Ну, я вчера с мужем была просто в спортивном костюме и сверху накинула вот эту вот длинную жилетку. Я запарилась, пока мы были в медиамаркете. Я думала, там с ума сойду. Там было, видимо, еще подтапливает, или из-за того, что окна в пол. Там была такая духота, я думала, сдурею. Вот поэтому сегодня уже оделась вот так вот. Осень уже такая. Прям замечательная осень в этом году, такая теплая. Ну, не сказать, что сухая. Так, иду в GD. Слава богу, что мне нужно на второй этаж, потому что здесь на обуви всегда дурдом. Всегда. Всегда. Здесь хороший ассортимент. Всегда есть новые модели. Вот, но там мало консультантов. И как бы, когда тебе нужен размер, ты ни до кого не дозовешься. Потом ты дозовешься, очень долго тебе его несут. Потом ты очень долго ждешь вторую пару. Короче, все очень долго. Покупкой обуви здесь. Так. Еще Марку брюки спортивные ему нужно. Ой, это прям совсем теплые. Но он хочет вот такие прям, чтобы широкие были. Интересно, какой цвет ему лучше. Так, взяла ему вот такие вот черные. Ну как взяла? Я с ним согласовала. Позвонила ему, сказала, тебе какие? Светлые или хочу себе какой-то лонг взять. И так себе не нашла никакой с длинным рукавом, знаете, потому что сейчас в теплых жарко, а не в теплых непонятно просто. Как ходить его. А не теплого у меня ничего нет. А здесь, кстати, скидки были хорошие. Пожалуйста, было 70, сейчас 60. Но мне надо что-то полегче. Вот такие я хотела себе взять. Ну, капец, я не знаю, может быть, что с ними было. С этими дождями. Так, не вижу я что-то тоненьких лонгов. Я забежала в Праймерк. Хочу посмотреть какие-то другие на подушке, которые лежат у нас в жилой комнате, на наволочке какие-то новые. Хочется чего-то ярче. Почему-то меня что-то гнетет сейчас и погода, и вообще и сырость, и цвета вокруг. Хочется вроде бы как бы разбавить, ну а там посмотрю сейчас, стоит, не стоит. И вообще я еще ищу майку, какую-то алкоголичку хочу себе. Сейчас носишь спортивную одежду, и футболка жарко, хочется какие-то майки все-таки носить. Ой, вот это вот еще. Ну, я вам скажу, новогоднего ассортимента, который здесь был, уже осталось вообще ерунда. Разобрали очень много всего. Очень много. Осталось вообще. Были подушки классные, и очень много всего было. Я вот смотрю, прям разобрали. Прям разобрали хорошо. Так, а где же мне посмотреть? Какие-то подушки были. Все уже новогоднее, и то остатки роскоши.
На самом деле так странно, уже пустые стеллажи, и я вообще не могу понять, что на них скоро будет. Пасхальное, что ли, уже. Наверное, в ноябре уже будет пасхальное продаваться, потому что новогоднее уже все разобрали. Я вообще не пойму, зачем бы я в сентябре набирала бы все новогоднее. Ну, какая-то жесть. А когда соберешься, уже ничего не будет. И это обидно, на самом деле. Смотрите, пустые полки, и хотела что-то глянуть такое яркое, какие-то на подушке, и нет, ничего нет. Вот. Банты, не хочу банты. Хочу что-то такое нормальное, универсальное. Чтобы это было, знаете, и не вызывающее осеннее. Вот эти тыквы, листья, ну, это уже реально надоело. Хочется что-то такое нейтральное, но такое благородное, элегантное, не знаю, что. Ну, чтобы это было, ну, ярко такое. Каждый день Лянь переставляют. Теперь уже здесь посуда. Здесь раньше было все для ванных комнат. Интересно. Интересно, не успеваешь привыкать к расположению товара. Может, все-таки найду что-то? Может, они попрятали? Да. Ладно. Ладно. Ванную коврики. Может, ванную коврик взять? Хочется прям большой какой-то. Вот 8 евро есть белый. 60 на 90. Так, теперь я хочу зайти в Дуглас и посмотреть себе бронзатор. Решила, что мне очень надо. Вот это сюрприз. Пятерка прям через 17 минут. Это очень долго. Очень. Обычно максимально 10 минут. Что это такое? Опять поломка, что ли, какая-то? Зато потом их 2 подряд. Ну что это? Скажите, зачем это? Зачем так делать, а? Я уже дома показываю, что я купила. Вот такой вот бисквит. Вафли уже, честно, уже просто надоело. Вот такую кучерявую петрушку купила. Потом морковку огромную, потому что я хочу опять плов. Я хочу много плова. Поэтому я купила вот такую вот говядину. Потом купила фарш сделать суп с фрикадельками. Потом чеснок закончился, яйца. Вчера делала салат с крабовых палочек опять. Не опять снова, да? И больше половины ушли, поэтому яйца должны быть в холодильнике прямо с запасом. Я люблю. Потом молоко. Рис. Взяла большую уже пачку, чтобы приготовить хорошую порцию. Потом вот взяла вот эти штучки как раз для супа с фрикадельками. Вот, как там они называются? Они как-то называются, да. Орзо, в общем, хотела взять меленькую вермишельку, потому что когда я готовлю суп с фрикадельками, я все равно добавляю для густоты что-то. Обычно вот меленькую эту вермишельку, картошку я толку для навара. И вот как-то так. Вот мой рецепт. Хочу его заснять на свой канал. Потом, скажите, рис я вам показала. Вот такая большая шоколадка. Киндер шоколад. Тут много-много. Тут сколько их штук? 24 штуки. Марк говорит, мне прям нравится. Они долго держатся. Я одну съел и утолил жажду на сладкое. Вода питьевая, как всегда. Потом... Доместос, собственно, очень важная вещь, из-за него-то и ехала. Потом салфетки взяла, хлеб, вот бумажное полотенце тоже вещь нужная. И вот взяла вот такой вот держатель для кухонных полотенец. Написано, что вот клейкая какая-то вот ерунда. Вот это вот, надеюсь, прицепить вот здесь, чтобы у меня на столе не стояло и на холодильнике не стояло. Мне нужно эти бумажные полотенца под рукой. Но вот так как стол маленький, они постоянно мешают. Вот, у меня есть такая идея, задумка. Я хотела это купить в Икее, но в Икее не было. Вот, видите, беленько. А это вот такого цвета. Ну, ничего страшного. Может, лучше тогда черного надо было взять. Там были черные. Да.
Что-то я только сейчас поняла. Ну, думаю, будет вот это все белое. Вот это все белое, а то будет черное. Думаю, будет как-то, наверное, хотя вот тут же белое, черное. Ну ладно, ладно. Пусть будет такая уже. Хочу куда-нибудь прилепить, вот желательно к этому. И вот надеть, и чтобы это было удобно. И Марку спортивные вот те штаны. Марк, покажи, а? Ты снял их? Вот. Ну, понятно, не под эту футболку они носятся, они под эти. Короче, брюками он хотел, обычные. Под толстовку, мастерку, под кроссовки. Там были еще бежевые. Серые уже разобрали. Серые были, огромные размеры остались. L и XL. А бежевые были. Потом вот такие шоколадные тоже разобрали. Остались только черные. Да, нормально? Ну, тоже так думаю. Ну, все, собственно говоря. Вот все. А, взяла еще этот, скажите, сейчас покажу. Сейчас покажу. Взяла бронзатор, бронзер. Бронзер тире... Сейчас вам покажу. Вот, бронзер тире контур. Ну, для контуринга. Вот мне прям почему-то захотелось к зиме, знаете, какие-то вот скулы подчеркнуть, вот что-то такое. Вот сделать макияж каким-то более таким акцентным. Вот. Глаза, конечно, у меня маленькие и не очень мне красиво, когда я их, ну, выражаю, когда я их там пытаюсь сильно как-то накрасить. Вот, но все равно вот скулы, губы как бы можно. Так что вот в Douglas взяла. У них, то есть, такая цена бюджетная, 12 евро, по-моему, стоит. Вроде как и бюджетная, но хорошее качество. Так что вот это уже точно все покупочки. Ну, девочки, оказалось, это на самом деле очень просто и очень даже неплохая идея. Посмотрите. Его как бы не очень видно, то, что оно немножко другого цвета. Вот. Хорошо, вот там прям пластина такая. Прям хорошая пластина. Не просто как бы крепится один вот этот крючочек. Прям хорошая пластина. И вот, пожалуйста. И теперь у меня не будет на столе это все стоять. Очень удобно. Раз, помыла. Единственное, что что буду дергать, чтобы оно не упало. Удобно. Поставила отвариться эти сосиски. С холодильником разобралась, справилась. Все поставила, загрузила, все перемыла. И боковые тоже, вот эти все полки, и морозилку, соответственно. Вот, все поскладывала. Так, теперь нужно принимать за еду. Готовится у меня уже плов. По всей души надеюсь, что он получится. Вообще, рулетка. Раз на раз не приходится. Бывает с такой любовью с ним панькаешься. Прям все хорошие продукты. Прям время уделяешь. И в итоге такое ерунда. А бывает так. Покидал все, что под руку попалось, что было в холодильнике. Накидал. Все, лишь бы быстрее. В итоге и идеальный. И так все. Все. И борщ, и котлеты, и ну все. Любое блюдо вот. Вот правда, я не знаю, что это, то ли под какую руку попадется, то ли не знаю. В общем, ну, вкусно, невкусно, это всегда такое под вопросом. Приготовила. Вроде бы даже ничего, знаете. Смотрите, ну я его накрываю, чтобы он доходил, так сказать, чтобы немножко дошел, постоял. Очень удобно оказалась вот эта вот штука. И на столе, получается, ничего не стоит, место не занимает. И в нужном месте находится. Моешь посуду, я в основном пользуюсь здесь. Я сейчас вытираю посуду. Вот, ну или руки, допустим, помыла.
Вот, пожалуйста, тынь. И все. Вообще классная штука. Ну, я, в принципе, давно хотела, но вот только сегодня нашла. Тут Валерий пришел, Дед Мороз наш, тоже с подарочками. А что ты там купил, покажи. Мясушка на уху. Ёперный болит. Да сколько На ж уху можно? вообще кусочечки. А, это семга, это красное Да. что-то. Да. Ну, а ты вообще пробовал его? Конечно. Вот эти соки им нравятся. Я вообще соки не люблю. А молоко я купила сегодня, Валер. Между прочим. Молоко купила. Селедка. Вот такая у нас продается селедочка. Прям, видите, прям с лучком сразу. Валерий любит ее. Я тоже люблю вообще-то. Тем более она у них, знаете, без хребта, вообще без косточек. Такая прям, ну, вкуснятина. Ну, это вообще баловство какое-то. Виноград тоже вкусный.